Всем привет! Не знаю, как для вас, но для меня кукольная анимация давно захватила мое сердце. Например, такие работы, как «Труп невесты», «Кошмар перед Рождеством», «Куба. Легенда о самурае», «Паранорман» или «Как приручить зомби» вызывают теплые воспоминания. Но самое главное место занимает «Каролина в стране кошмаров» экранизации книги Нила Геймана. История начинается, когда девочка по имени Каролина Джонс переезжает со своими родителями в новый дом. Там живут две пожилые актрисы, мисс Спинк и мисс Форсибл, а также мистер Бобинский, который живет наверху и дрессирует мышей. В новом доме Каролина очень скучает, ее родители много работают, поэтому у них не остается времени на дочь. Далее начинаются таинственные и жуткие приключения. Каролина находит дверь, которая ведет в параллельный мир. Там она встречает другую маму и другого папу. Девочке очень нравится новая жизнь. Все, что ей нужно сделать, чтобы остаться там, это пришить пуговицы вместо глаз. Но все оказывается не так просто. Как говорят, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Это потрясающая история. Книга, так же как и мультфильм, создает атмосферу. Режиссер Генри Селик использует необычные идеи и образы, как и Нил Гейман в своих произведениях. Этот мультфильм подойдет для всех. Для людей, которые разбираются в анимации, для людей, которые разбираются в рисовании, так как здесь используется большое сочетание ярких цветов, для детей, у которых есть проблемы с родителями, ну и для ребят, которые любят темную и загадочную атмосферу. Знаете, у меня есть одна особенность. Я думаю, у других людей она тоже есть. Некоторые вещи, с которыми у меня связаны приятные воспоминания, имеют приятный запах. Когда я смотрела этот мультфильм в прошлом году, хотя я смотрела этот мультфильм много раз, я ела щи из свежих овощей. Это было осенью и был хороший урожай. Щи получились вкусными. Теперь каждый раз при просмотре этого мультфильма я чувствую легкий запах супа. По сравнению с книгой, мультфильм имеет некоторые отличия. Например, в книге нет Заки и его бабушки. В книге другая мама изначально немножко по-другому выглядит. А также упоминается очень милый момент с папой Каролины, о котором я вам не скажу. Предлагаю вам прочесть книгу и окунуться в эту историю. Стоп-моушен – это затратная и трудоемкая работа, требующая много сил, времени и денег. И я понимаю, почему сегодня такой вид съемки – это редкое событие. Далеко не у каждого режиссера есть желание и возможности работать с куклами. Работа может не окупиться. Использование стоп-моушен анимации уже смелый шаг. Я искренне надеюсь, что такие фильмы не умрут, и в будущем мы увидим еще подобные проекты. Мультфильм «Каролина в стране кошмаров» больше похож на старую сказку, которая затрагивает проблемы, актуальные в любое время. И одну из главных мыслей, которая прослеживается здесь, озвучил как-то Воланд в романе «Мастер и Маргарита». Будьте осторожны со своими желаниями, они имеют свойство сбываться. А что предпочитаете вы, книгу или мультфильм? На этом все. Спасибо, что были со мной эти несколько минут. Надеюсь, вы хорошо провели время. Всем пока!